Всем привет! С вами Денчик, вернувшийся с Бувис Gathering. И сегодня я попробую вам тут рассказать, как я туда скатался и какие эмоции я получил. Именно попробую, эмоций много, а времени поработать над роликом не сильно хватает. Так что приступаем. Да, для тех, кто не в курсе. Бувис — это такая контора, которая производит специальные вот такие вот блоки управления для лего-моторчиками. Внутри блока батарейка и Bluetooth модуль. Ну и кроме, собственно, блоков, они еще производят некоторые моторы. Вот. Все это нужно для энтузиастов лего-мира, которым нужно, например, какие-то сложные модели строить, мощные и дистанционно управляемые при этом. Вот, если следите за моим каналом, давно у меня были такие ролики, в которых я использовал как раз таки эти самые, прям вот эти вот самые кубики. Ну и Бувис периодически проводят соревнования. Я в этом году решил на них касаться. Первоначально хотел я вообще поехать просто как зритель, посмотреть, так сказать, как все проходит, набраться опыта. Тем более, что билет на мероприятие стоил недорого, что-то около 20 евро. Но потом я подумал, если уж и ехать, заморачиваться с визами и всем остальным, почему бы сразу не поехать как участник? Да, заплачу я немного больше за участие, да, возможно, выступлю посредственно, но это будет куда более интересный опыт и совсем другой уровень вовлечения. Это решение я принял, кажется, еще в феврале. Где-то в то же время я связался с Димой Шума с канала ЕКБ Техник Крю, потому что знал, что у него как раз-таки есть опыт организации подобных мероприятий и, собственно, опыт участия в них. Я до этого ни машинками особо не интересовался, ни соревнованиями. Пообщались с Димой мы, записали даже на почве этого, так сказать, подкаст. Он есть у него на канале. И после этого я стал хотя бы примерно понимать, что вообще происходит на соревнованиях, на мероприятиях и как мне нужно к этому всему готовиться. Подчеркну, я был абсолютно зеленым новичком. Да, наверное, им и остался. У меня не то, что не было опыта постройки нормальных машин, у меня даже стандартных лего-техник моделей почти не было, я их, соответственно, почти и не собирал. Да, у меня немало наборов, но это в основном краны, экскаваторы и прочая спецтехника. Из машин сходу вспоминается только 42037 и 42093. И то я их толком не собирал, с баги возился на своих игротеках, а корвет там же собирал у меня подруга. Единственная тачка, прям тачка, которую я собирал сам, это топ-кировская машинка 42109. Пример, откровенно говоря, фиговый. В общем, машинной темы я толком не касался. Даже колес подходящих, как выяснилось, у меня не было для того же оффроуда. Хотя у меня вроде бы там целая коробка тут такая их стоит. Уже Дима мне пояснил, что они все или прокручиваются, или не дают нужного зацепа. В общем, нюансов оказалось куча, и даже после этого я не бросился строить прямо вот сразу модели. К постройке я подошел только за 1,5 месяца до соревнований. Очевидно, что это поздно, но получилось как получилось. Получилось наспех и не очень круто. Но хоть что-то. Тут вы, конечно, можете подумать, что я не самый добросовестный участник соревнований, и вы будете чертовски правы. Уже до поездки мне прилетали разные советы от «почитай книжки», «посмотри, как вообще строить технику», да, «сделай нормальную подвеску» и до вообще там «что за фигню ты собираешь, не позорься, делай по уму». Вот. Я понимаю причину негодования, но я работал в тех условиях, которые у меня были. В ролике перед поездкой я говорил, что это все вопрос баланса между интересом и доступными мне ресурсами. Тут я мог бы долго распинаться о том, какие у меня есть проблемы, но зачем? Все равно найдутся люди, которые просто скажут, что я ленивый или криворукий. Такая точка зрения тоже имеет место быть. Так что смысла ссылаться на свои проблемы и трудности я не вижу. Мне, например, как-то один подписчик написал по поводу одной из моих вылазок в ближнее зарубежье. Говорит: «Денчик, а у тебя в поездках вечно какие-то вот проблемы, все через одно место. Я, говорит, вот как-то раз съездил в Москву,
бахнул 2 пива в Киевсе, прогулялся пару остановок, и вообще тоже была не поездка. Так что у всех свои трудности, у всех свои особенности восприятия. Для меня эта поездка в первую очередь знакомство с форматом. Я не ставил себе цели там произвести прям фурор. Да, в моменте, когда ты уже стоишь на старте и понимаешь, что у тебя собрана, ну, откровенно слабая модель, появляется, конечно, сожаление, думаешь, ну вот, можно было бы сделать то, можно было бы сделать это, но главное тут не вот это все, а то, что я, в принципе, собрался и поехал. Не идеально, не слушай с техникой, но поехал. Вот, это, собственно, было долгое вступление, как я собирался на Boobies Gathering. Теперь немного подробнее о том, что я знал непосредственно до соревнований, о том, как они проходят. И, в принципе, в тот момент, когда я начинал как-то готовиться, было объявлено 5 категорий. Это, собственно, оффроуд, это mid-scale оффроуд, собственно, к тому моменту, как я начал готовиться, было объявлено 5 категорий. Это Unlimited Offroad, это Mid-Scale Offroad, это Buggy Race, который в шутку называли Baguette Race, некоторые шутняры местные. И, собственно, 2 вида гонок. 1 к 12 в масштабе машинками, собственно, 1 к 12 сам. И дополнительный так называемый Boobies мод 42176. Это набор 42176, который модифицировался по готовой инструкции от Boobies. Вот. Соответственно, что можно дальше говорить об этом всем? Соревнования проходят в Словении, не путать со Словакией, это частая ошибка, и даже в хостеле, где я с некоторыми участниками жил, висел мем на эту тему. Сами словенцы к этому относятся с иронией, что приятно. Вот, а так, Словения небольшая страна, часть бывшей Югославии, находится на берегу Адриатического моря. И если быть конкретней, то в целом Boobies Gathering проходит в небольшом городке под названием Идрия. По нашим меркам это даже не городок, наверное, а скорее поселок. Население там около 5000 человек, если верить Википедии. Вот, градообразующее предприятие там давно померло. Примерно час на автобусе из столицы Любляны. В целом информации о мероприятии на сайте было немного. Вот, какую-то цельную картину порой сложно было собрать. Например, было сказано, что мероприятие у нас на 2 дня, но в датах указано 3 даты. И вроде бы ничего критичного, но таких мелких огрехов много. И они очень сильно на самом деле на меня повлияли. Когда вот ты немного тревожный, это все, конечно, да. А в сочетании с вознёй по получению визы, давлением на границе, языковыми барьерами, это все напрягает ощутимо сильнее. Вот. Я в любом случае, если что, благодарен организаторам мероприятия, несмотря что и тут, и дальше я буду указывать на моменты, которые ухудшили мой какой-то субъективный опыт. Я уже жду следующего года, чтобы встретиться снова. И все мне очень зашло. Ну и давайте переходить к самой поездке. Прилетел я в Любляну, погулял там денек. Город приятный, компактный, атмосферный. А дальше я поехал в саму Идрию автобусом. В пятницу вечером, за день до начала соревнований, была неформальная встреча участников, своего рода нулевой день. Все происходило на террасе хостела, кто-то доставал модели, кто-то собирал их после дороги, кто-то попивал пивко просто и банально общался. Атмосфера расслабленная, никакого принуждения, официоза, просто тусовка. Было удобно, что я этот хостел выбрал еще не зная, что тусовка будет прям вот там. Хотя сам хостел не самый, честно говоря, удобный, но это ладно. Вот. В субботу, первый день соревнований. В этот день проходили сразу 3 из 5 дисциплин, и все 3 мои, на которые я подавал заявки участвовать. Открытие было максимально формальным. Вышли, сказали пару слов и поехали. Первая дисциплина гонки на 42-176, хотя в расписании значился заезд 1 к 12 первым. Об этом я поною чуть попозже, о других проблемах тоже. В общем, первый заезд так или иначе я провалил, блок у меня выключился. Но мне разрешили выйти на трассу еще разок в хвосте последнего заезда с пониженным током в моторах.
За это спасибо, реально с кайфом покатался. В принципе, единственная гонка, которую прошел полностью. Приехал я не последним, и это уже круто. Okay, 3, 2, 1, go! В 1.12 я проехал 2 круга из 10, мне разбили задницу, оба бувис вывалились. И в теории можно было, конечно, наверное, продолжить. Можно было модель подобрать, все это воткнуть, но я решил не париться. Все равно модель медленно разгонялась. Да и думаю, от нее еще что-то могло легко отвалиться. Пусть лучше будет подставкой для камеры на трассе. Ready? Steady? Go! Ни хрена оно едет. Медленно, но едет. Я даже сделаю круг. Меня, правда, сейчас обгонят, но... Спасибо, подтолкнули. И это я на нормисе еще еду. Сейчас мы фаст вроде. Ну, зато он мигает красиво. Вот, были у меня, конечно, идеи, как ее облегчить, как поработать над конструкцией, но времени перед поездкой мне не хватило, к сожалению. Вот, вообще модель собрана там буквально за несколько часов в какой-то вечер на бум, так что ей все простительно. Вот, после заезда в трассу вот это вот начали разбирать, сделали общих фоточек и все пошли на обед. А дальше по плану должен был быть оффроуд. Локация для оффроуд — это реально пересеченная местность. Я даже порадовался, даже сам там немножко офигевал. Вот, туда-сюда так просто не походишь. Можно откуда-нибудь навернуться. Вот. А уж для Lego моделек это был точно полноценный оффроуд. На трассе были подъемы, спуски, небольшой ручей, присыпанный камушками, чтобы модельки не мочить, мостик через этот же ручей, пара лавочек, на которые нужно было заехать по трамплинам, несколько деревяшек и прочих узких мест. Плюс дополнительно трамплин поставлен под каким-то прям диким безумным углом, градусов, наверное, под 60. Но некоторые боты тачки его реально брали, там практически не замечая. Вот, для остальных был обходной путь, он немножко подлиннее, но зато безопаснее, требующий чуть больше точности. Я не измерял трассу точно, но по ощущениям где-то 100-150, может быть, метров. Скорее всего, я преувеличиваю. Вот. Есть старт, есть финиш, есть расставленные пронумерованные флажки ворота, которые нужно проехать, не затрагиваясь на них. Вот. Ворота в основном достаточно широкие, но все равно требуют аккуратности. Лучшие ребята проезжали трассу где-то там, за минуту с копейками, по-моему, за минуту 20. Вот, результатов перед глазами нет. Это прям бодрые и хорошо управляемые модели. Вот. На оффроуд моя модель была, наверное, лучшей из двух собранных. Как минимум она не развалилась, не застряла. Все, в принципе, проходило, но очень медленно. Зато уверенно. И несмотря на то, что сборка была тоже достаточно быстро проведена, без особых понтов, подвеска была только в виде примитивного заднего моста. Тут опять при постройке модели я могу сказать спасибо Диме Шумалего за советы. Банально, какие-то общие моменты он мне подсказал. Там, например, какие шины взять, потому что, казалось бы, это вроде мелочь, но без них модель бы, скорее всего, и
того, что я смог достичь, не достигнул. Пошла бы совсем фигово. А так держалась уверенно. Вот. Ну, про те же шины, опять-таки, скажу, что были ребята, которые там были даже с несколькими комплектами шин и не понимали, почему они у них проскальзывают. А я такой немножко злорадно и ехидно хихикал, глядя на это. А мне-то вот все подсказали. Вот. Соответственно, модель пришлось уже по ходу дорабатывать, на самом деле. Она оказалась весьма слабовата. Сначала я пробовал проехать по трассе и сразу встал. Модель вставала колом и прям вот вообще не шла. Почему? Ну, наверное, потому что я поставил knobы на мосты, а потом понял, почему их обычно не ставят. У них такая офигенная, прям мертвая зона есть. Вот. И, кстати, при перевозке плюсом я сломал кардана, почему-то забыл их с собой положить. Но, к счастью, мне кардан там подкинули, вообще не проблема. Были люди с чемоданами деталей. Вот. Ну, плюс перед самым заездом я все-таки поменял шестерни в одном из мостов на обычные тановые шестеренки вместо вот этих вот кнопов или кнопов, как правильно их называть. Вот этих 4 зубок с большими массивными зубьями. Вот, поставил тановые шестеренки в задний мост. Там это было достаточно просто сделать и быстро можно. Вот. С этим апдейтом я смог проехать, наверное, около пары метров, и встал. Вот, прям какие-то минимальные перепады на трассе просто убивали прям движение моей модели. Уж не знаю, поймал я кнобом мертвую зону или не хватало просто мощности. Я побоялся тестировать модель свою перед заездом, потому что боялся, что шестеренки просто износятся и модель одноразовая. Но выяснилось, что это было зря. В целом надо было, наверное, выйти на старт и проверить модель. Предварительное время было. Вот. В итоге я приехал примерно половину трассы со второго старта. Вот. Перед этим, конечно, модельку я свою поулучшал. Ну, я думаю, что встал я второй раз уже банально, потому что перегрелись мои L-моторы, а модель была на 2 L-моторах собрана. Ну, там есть термозащита, насколько я знаю. Кто-то говорил мне вокруг, что, наверное, у тебя просто бувиз подсел и ушел в отключку. Но серво при этом, в принципе, исправно работало. Вот. Но я думаю, что это может быть сочетание факторов, что и бувизу было тяжело, и элькам. Вот, из ручья модель я вынес руками, потом немножко еще проехал через мост и встал возле трамплина перед небольшой горочкой. Да, трассу прошел не до конца, но с собой я был доволен. Вот, ну и нужно еще сказать, что перед вторым стартом я модель неплохо так доработал. Я поднял везде, где мог, передаточные числа, чтобы получить наибольший момент. И мосты я пересобрал. Там в мостах было соотношение 1 к 1. Я поставил, получается, наверное, 12 на... Ну, вот это тановая шестеренка на черную, то есть. С черной на тановую забыл, сколько у нее зубьев. 28 или 24, в общем, не помню. Собственно, и в порталах у меня были порталы на модели, тоже как бы совет Димы, ну, до этого бы и сам додумался, наверное. Вот, в порталах тоже поставил 8 на 24 шестеренки, максимальное соотношение, доступное в порталах. Вот так модель худо-бедно ехала. Потом, собственно, был гриль после тусовочки, всякие классические балканские штуки, чевапи, курятина, овощи и все как надо в целом было. Вот. Атмосфера теплая, расслабленная. В целом из интересного была еще вот такая вот огромная машина, которую привезли просто похвастаться. Она ни в чем не участвовала, но выглядела круто. Она простая по конструкции, там мотор на каждое колесо идет, визуальная, и по габаритам она реально впечатляет. Очень объемно выглядит. Все из множества коннекторов собрано, но вживую как бы это очень приятно и интересно посмотреть. Также вечером некоторые участники пошли тренироваться на трассу для баги, а кто-то и смотреть трассу для среднемасштабного оффроуда. Я ходил только на баги посмотреть, а потом уже сидел, тупил, немножко выпивал и просто со всеми очень вяло общался. Все-таки языковой барьер дает о себе знать. Для меня это первая, наверное, такая поездка, где мне нужно прямо общаться с кучей людей на не родном языке. Хотя, кстати, были русскоговорящие люди. Был пара ребят из Украины, кстати говоря. Один мне как раз подгонял шестереночки, за что я ему благодарен. Вот. И в целом мы с ним поболтали. Он уже не первый год участвует, у него множество этих бувизов, и в этом году он тоже пару призов взял. Вот.
что, в принципе, говорит о том, что парень молодец, но он такой молодой сравнительно. Вот, не спрашивал, сколько ему лет. Вот, но не суть. Суть в том, что было с кем поговорить, плюс там попадали сербы, говорящие по-русски, пара, бабушка с дедушкой внука привезли. В общем, не суть. Суть в том, что в любом случае для меня это был прежде всего опыт говорения на других языках. Вроде бы словенцев до конца понимаешь, потому что какие-то основы сербского есть, и тут тебя серб угрили отматерить, потому что ты мало мяса берешь, а он как бы, если ты живешь уже в Сербии, должен нормально кушать. Вот. Но в целом основное общение на английском, и как бы для меня это было, ну, признаюсь, тяжеловато. В целом я в состоянии общаться, но когнитивный такс у меня достаточно большой. То есть быстро устаешь, и не только от разговоров, а в целом. Но опять-таки как-то базово там поддерживать беседу я вроде бы всегда мог, хотя инициатива у меня была невысокая. Вот, ну ладно, в общем, второй день наступил. Второй день был сильно более лайтовый. Мне уже не нужно было пересобирать свои модели, потому что я ни в чем не участвовал, не нужно было ничего срочно чинить. Просто приехал, посмотрел, пообщался, походил, побродил, хотя, признаюсь, был все еще довольно уставший. Регулярно просто отходил в сторонку, где-нибудь посидеть и потупить. Соревнования начались с Мидскейла оффроуда. Трасса сама довольно-таки небольшая, но достаточно сложная, как по мне. Она была размещена между детской площадкой и таким изгибом на берегу реки. Использовались ограждения площадки, лавочка, корни деревьев, склоны, подручный всякий разный инвентарь. В общем, проехать там быстро было невозможно. Суть как раз таки в точности, аккуратности и проходимости. Нужно было не перевернуться на склоне, не забуксовать в корнях, аккуратно проходить всякие узкие места иногда под углом. Трасса, прям, на мой взгляд, очень интересная. Даже сделал полную проходку по трассе, вот так вот проводя там свой телефон на подвесе. Вы, возможно, все это видите на экране. Вот, честно говоря, что в таком формате я бы, наверное, поучаствовал сам. Вот, до этого видел только старые фотки с прошлых лет Бувис Гезеринга. И мне казалось, что на Мидскейл оффроуд уж совсем нужно быть каким-то диким асом. Ну, потому что там были, там, не знаю, по 2 рядам колышком проехать, где-то я фоточки видел. Вот. А тут в целом как бы трасса достаточно сложная и интересная, но при этом какой-то откровенной дичи почти нет. Просто построй сбалансированную модель и катайся. Вот. Машины были разные, как по внешнему виду, так, собственно, по качеству сборки и по наполнению. Вот, видно было, что некоторые модели собраны так себе, опять-таки, не я один такой. Кто-то, например, поставил 12-зубую плоскую шестерню прямо на привод с выхода Бувис. Вот, мотора, и, соответственно, ну, ее просто выгнуло в солнышко. Вот. Достаточно было моделей на Power Functions электрики в этой категории, и с PF-сервами, и с обычными моторами. В принципе, система вполне себе еще живет. Вот. В целом модели на обычных моторах PF и PU формата L вполне себе катаются в этой категории. Я даже видел рабочие варианты на 2-3 моторах, и вполне себе их хватало, в отличие от оффроуда полномасштабного. Вот. Было прикольно все это посмотреть, конечно. После этого мы пошли к багги-трассе, той самой, где мы были накануне вечерком. Трасса прикольная, но в ушатном довольно-таки состоянии. Трамплины подубитые, прям фанера на них расслоилась уже. И порой будто бы высоковато, на самом деле, для лего-моделек. Возможно, не для них она строилась. Вот, видно, что трасса там давно существует, и ее давно уже никто прям капитально не ремонтировал, хотя какие-то мелкие подкруточки были. Вот, наверное, было бы круто, если бы там в центре где-то поставили башенку или какой-то стенд для зрителей управления. Хотя, наверное, управлять с башни уж совсем бы не получилось. Нередки были случаи, когда модель перевернулась, или что-то от нее, например, отпало, или тот же Бувис заглючил, и ребята к моделькам подбегали и за ними бегали. Вот. Опять-таки, у некоторых участников из-за глюков Бувиза модели уходили в неконтролируемый дрифт на некоторых соревнованиях. Но в целом багги рейс это довольно-таки зрелищно. Это, наверное, такая единственная дисциплина на открытом пространстве, где на одном треке одновременно едут несколько машин, и трек при этом достаточно большой. И тут прям вот реально гонка с обгонами, столкновениями, прыжками.
Ну и да, в категории 1.12 на резиновых матах почти то же самое было. Но как-то вот это все теплично смотрелось. Воспринималось как-то, ну, как, не знаю, в аквариуме рыбки бьются. А здесь прям какой-то реальный адреналин. Хоть я сам и не участвовал, но можно было долго идти первым, например, а потом неудачно прыгнуть, врезаться, потерять управление, и все, ты уже сильно не первый. В общем, очень живо, очень зрелищно. Я много снимал, надеюсь, вы сейчас видите все эти кадры гонки. Вот, после этого соревнования мы вернулись на площадку, где был оффроуд, там как бы есть где посидеть и потусоваться. Там должен был пройти типа круглый стол, но потом я, в принципе, уже увидел, что это прошло просто как несколько вопросов одному участнику. Вот, никакого прям глобального обсуждения, ничего, так сказать, круглого, кроме моей рожи. Просто формальность. Хотя до этого в неформальной обстановке там обсуждали реально какие-то важные, интересные вещи, какие категории на следующий год добавить, что поменять нужно, может где-то нужно поменьше моторов и ограничить как-то, какие там взять готовые модельки и вот подобное. Вот это было похоже на настоящий круглый стол, хотя это как-то было неформально, вокруг одного из организаторов. Вот. А то, что назвали круглым столом, скорее просто часть церемонии закрытия. Вот. Про награждение. Ну, не знаю, что говорить. В целом я не сильно за всем следил, потому что, например, в первый день регулярно доделывал свои модели. Один из участников, например, ушел с 4 пакетами призов, то есть он в 4 из 5 соревнований занял какие-то хорошие места. Вот. А учитывая, что в одном из соревнований было всего одно призовое место, может быть, он и во всех занял нормальные места. Вот. Ну, я, конечно, поржал, что награждение выглядит так, что, как сказать, как классическое экономическое неравенство. Богатые богатеют, бедные беднеют, потому что, ну, типа, как сказать-то, те, у кого уже много моторов и много бувизов, получают еще больше моторов и еще больше бувизов. Вот. Но хотя бы ладно, у тех, кто проиграл, не отбирают электрику. Вот. А также на мероприятии была возможность купить блоки бувиз и моторы со скидочкой. Например, бувиз 3.0 можно было взять примерно за 150 евро. Звучит неплохо, но даже так, на мой взгляд, цена высокая для многих. Вот, особенно если речь идет о том, чтобы собрать не целый парк моделей со встроенными бувизами, например, для нескольких соревнований. Я сейчас пересматриваю свое отношение к расходам и не стал тратить деньги на блоки. Хотя было заманчиво. Вот. На текущий момент у меня и так уже есть 3 бувиз 2.0. Один из них, правда, немного утопленник, уже потрепанной жизнью, но работает. Вот, один бувиз 3.0, для которого я батарейку купил на соревнованиях за 10 евро. Вот. А еще я все-таки раскошелился и купил 2 бувиз мотора за 35 евро. Это упаковочка из 2 штук. Считаю, что это отличная цена, не намного дороже китайских багги моторов, но ощутимо надежнее. Особенно если строишь что-то серьезное. Вот. У меня на лодках дешевые багги моторы показывали себя не всегда лучшим образом. Вот. Так, надо немножечко тормознуть. Вот. Так что минимум еще пару оригинальных моторов я, скорее всего, закажу в течение года. Потому что моделей хочу ставить много. А еще там давали кепочки. Вот, у меня их 2, и одну из них я разыграю, наверное, в своем ТГ-канале. Могу прям вот эту, в которой я тут красуюсь. Ну, если кто-то хочет моих потных следов. Вот, ну, кому-то могу чистенькую. Вот. Ну, и вставлю сюда блок с проблемами, которые я по ходу мероприятия для себя обозначил. Сразу скажу, что мое нытье, оно очень сильно упирается в субъективный опыт. У меня есть опыт организации работы разных коллективов на разных работах. От стройки там и цеха до больших корпораций, блядь. У меня есть свой опыт организации мероприятий. В студенческие годы я организовывал мероприятия с участием до 150 человек.
и участвовал при этом еще в организации еще более крупных мероприятий. Вот. И это мероприятия, в которых тебе большая часть людей нужно было возить, лить, кормить, снабжать какими-то расходниками и ресурсами. И при этом эти люди все еще должны были быть чем-то заняты, порой в персональном режиме. Вот. Хотя бы большая часть мероприятия. Так что я имею непосредственное представление о том, как такие штуки примерно работают. И для меня приколы вроде не соблюдающего расписания сначала выглядели довольно странно. Ну, при условии, что ребята свои мероприятия делают уже сильно не первый год. Но уже потом я как-то понял, что нужно всем сильно проще относиться, скорее не как к ивенту, прям вот кто-то централизованно проводит, который, а как сходки фенов скорее, где есть первые среди равных. Ну, еще раз скажу, что все это прям вот не критично в глобальном плане, но критично это было именно для меня, который был вот на суете. Ну и мне обидно, потому что многие мелкие вопросы могли бы быть решены прям вот элементарно, но в целом они на меня как-то произвели впечатление негативное, хотя, казалось бы, ерунда. Вот, какие, в общем, неприятные моменты я увидел. Про дату поездки я уже говорил. Это, например, могло быть критичным, если бы я подавался на визу, ссылаясь, например, на их сайт. Расписание появилось за несколько дней. Тоже не самый приятный момент, хотя, казалось бы, что там составлять. Вот, учитывая, там, что я еду там не на машине, там, а вот это самолет и там прочая история, ну, мне спланировать бы свои маршруты и вот это вот все. Вот, расписание вообще было скорее формальностью. Например, поменяли зачем-то местами заезда 1.12 и 42.176. А у меня, например, один бувист на 2 модели, а кто-то пришел попозже, потому что думает, что и заезд будет попозже вроде как. В общем, непонятный прикол, зачем, непонятно. Вот. А трасса для заездов 1.12 тоже была не такая, как обещали. Обещали вот мякушку прямо, а она была нифига не мякушка, она была частично мякушка, остальное бетон крыльца школы, с которого можно улететь, как бы и не слабо повредить модель. А еще на трассе был столб, перекрывающий обзор. И да, типа, если ты уже офигенно опытный, управляешь хорошо своей моделью, то тебе, наверное, не критично, что ты не видишь свою модель там несколько секунд. Ты уверен, что она у тебя едет прямо. Вот. А столб был на повороте, что как бы не всегда ты должен идеально моделью управлять. Вот. Ну и при том, что, типа, например, 42-176 соревнования подавались как, ну, типа, гонки для заезды для начинающих. Вот. Я, например, свою машину вообще брал у приятеля, и мне как-то вот не хотелось ее излишне покоцать, чтобы, в принципе, ее в приятелю вернуть в том же виде, в котором я обещал. Вот. Также не рассказали, как этот 4276 настроить. Я наивно думал, что дали инструкцию, собрал, поехал. Но вот не рассказали, что Buvis 3 работает не со всеми наборами, не со всеми моторами, прошу прощения, оговариваюсь. Вот, не рассказали, что нужно токи ограничить, и тоже как бы, снос подайте в инструкции, что там просто требуется конфигурация такая дополнительная. Вот, а я об этом даже не думал и не суетился. Вот, про те же моторы в режиме серво я думал, что у меня кривые руки, что мне на месте покажешь, как это настроить. Вот, но как бы нет. Вот, благо кто-то из организаторов подкинул мне мотор, это круто, респект, спасибо. Вот. Ну и не говорили, что можно сторонним приложением пользоваться, опять-таки тут вопрос мутный, да, можно было уточнить, но как бы мне было бы спокойнее, если бы мне заранее об этом написали в сносских мероприятиях. Вот. Ну и про качество связи и работы приложения там и самих блоков тоже есть вопросы. Например, мне в какой-то момент, типа, ну что ты хотел, у тебя iPhone, типа, лучше андроидом пользоваться. Тоже, как бы, я понимаю, что если написать прямо на сайте, что, типа, наше устройство фигово работает с iOS, ну, продажи, наверное, подупадут. Вот. Но, в каком-то гайде для соревнований, наверное, можно бы об этом сказать, что, типа, возьмите лучше Android. Вот. Там больше возможностей в системе.
Вот. Я понимаю, что большинство вопросов вообще не является вопросами для тех, кто едет не в первый раз или имел возможность как-то плотно пообщаться с теми, кто уже на этом мероприятии катался. Вот. Даже какие-то вопросы актуальные для меня только потому, что я сам дурак и мог лучше подготовиться. Вот. Но это все мелкие грехи, которые решаются просто и очень сильно помогают улучшить какой-то опыт от мероприятия. Вот. А ребятам в любом случае спасибо, они помогали как могли, делились деталями, подсказывали, вот. Ну, что можно в итоге-то сказать? Я реально кайфанул. Да, я говорил только что про проблемы, но это скорее пожелания и точки для роста. Вот, я не всегда давал обратную связь сразу, но теперь у меня есть контакты организаторов, есть группа в WhatsApp с участниками-организаторами. Вот, в целом, Бувис Газеринг это какое-то не безупречное мероприятие, но, оно живое и по-своему ламповое. Я съездил, познакомился с крутыми ребятами, поучаствовал в соревнованиях, много узнал, пощупал чужие самоделки, очень много понял. Вот, и теперь у меня более четкое представление, как я подошел бы к участию в следующий раз. И да, еще раз повторюсь, я абсолютно обоснованно считаю себя новичком. То, что я сижу тут перед вами в Ютубе, у меня есть канал, есть какая-то аудитория, и через мои руки прошло много лего. Это все не делает меня профи в контексте автомобильных моделей и участия на них в соревнованиях. Ну, как я уже говорил, даже просто опыта сборки, готовых наборов, связанных с такой техникой, у меня мало. Вот. Все связанное с лего-машинами для меня новая территория. Да, были варианты схалтурить и, например, взять у приятеля готовые какие-то и леговские модели Емоки и там немного переделать их так, чтобы они стали уникальными. Но я взял только 42-176 для гонок по треку. Остальные режимы чреваты прям диким износом модели, там царапинами на деталях, высыпавшимися ступицами. Вот, и возвращаясь в таком виде, все это мне не хотелось, поэтому я пошел тем путем, которым пошел. Собрал как мог, и, в принципе, этого я не стыжусь. Да, мои модели были весьма посредственными, да, я мог бы потратить больше времени, но я сознательно собирал фигню, вываливал детали на стол и вот строил из головы. Так что, ребят, простите, если я кого-то расстроил своим подходом и тем, как я в целом выступил. Вот, я делал так, как мне хотелось сделать, и балдел. В общем, могу сказать точно, интерес к машинкам у меня вырос. Вот, скорее всего, в течение года ближайшего я приобрету еще пару-тройку моделей, либо просто доберу спецдеталей, кучка из брикетинга. Вот, хочу наконец пощупать тот же Zedros, который давно уже в хотелках у меня висит. Может быть, куплю старую какую-нибудь механику без моторов, типа, не знаю, 42077. Вот. Из нового советуют Audi 42160, но я не уверен, насколько мне нужна электрика, идущая в комплект, так что буду смотреть. Вот, и буду смотреть, что еще выйдет, что мне посоветуют, может быть, что-то найду самого интересного. Вот, кстати, да, я всегда рад советам, пишите комменты или выходите на связь другими способами. Вот, но по возможности без каких-то там спонтанных шокирующих моментов. А то как-то был случай, подписчик позвонил в телегу с пустого аккаунта, когда я там бегал в запаре по каким-то своим делам. И кажется, он немного расстроился от того, что я в моменте не выразил желания с ним активно что-то пообсуждать. И сходу не смог ответить, когда у меня будет время. Так что приходите лучше в чат, где можно задать вопросы, поболтать. И обсудить не только со мной всякие разные лего-дела. Там есть много разных крутых ребят. Ну, не сильно много, но есть. Вот, они в теме того, что происходит на канале. Они в теме того, что происходит у меня по жизни. Вот, ладно, свернул в сторону, возвращаясь к выводу. Соревнования в итоге дали новый опыт. Вот, например, раньше я смотрел на подвеску просто как на какую-то абстрактную штуку и там демпферы для ударов. Ну, типа, мягко, плавно, хорошо. А теперь, например, на практике увидел, насколько подвеска влияет на именно контакт с поверхностью и проходимость именно того, что у тебя есть, например, в полноприводной модели зацепления. И вот этот вот контакт, он прямо позволяет тебе не вставать и более стабильно двигаться.
Вот, на всяких разных сложных участках. Раньше это было как-то интуитивно, теперь вот прям осознанно. Вот, то же самое с канавами, я знал, что они так себе, но вот на соревнованиях только понял, как они на практике, почему они так себе. Вот. В принципе, в общем, опыт, который я получил, сложно как-то передать, пока я сам его еще не до конца переварил. Вот. И для меня стало понятно, и раньше было в целом понятно, что на практике для меня все это работает лучше, и на практике до меня доходит лучше. Вот. А еще даже проскочила идея попробовать самому организовать небольшое какое-то локальное мероприятие. Вот. Понятно, не Boobies Gathering и даже не его тень. Вот. Но если бы у меня была возможность собрать пяток друзей на покатушке, было бы, наверное, круто. Вот. Если вдруг живете в Сербии или где-то рядом и хотите такую движуху, напишите в комментариях, опять-таки, в личку, там, в канал ТГ или в чат, где угодно. Вот, если наберется хотя бы несколько человек, я всерьез подумаю над тем, чтобы что-то организовать, там, найти трассу, подвинуть правила, даже напечатаю флажки на палочках, чтобы было прям вот красиво. Вот. Ну и на этом давайте с вами будем прощаться. Пишите комментарии, задавайте вопросы. А если вдруг вопросов будет реально много, то, наверное, я запишу отдельный дополнительный ролик с ответами. Хотя, если честно, я не думаю, что именно такие разговорные видео прям кому-то массово заходят. Вот. Да и все-таки это больше опыт одного новичка, которому просто хотелось поделиться своими впечатлениями и мыслями. Еще раз, я очень рад, что съездил на мероприятие. Очень благодарен тем, кто все это организовывал. Да, конечно, с одной стороны кажется, что это... устал уже. Да, с одной стороны кажется, что организаторы тебе что-то должны, ведь ты заплатил там какие-то деньги, но по факту заплатил не так уж и много, и основная часть наверняка пошла тупо на еду и какие-то базовые организационные расходы. Вот. Это все-таки больше встреча своих для своих, чем какая-то прям большая рекламная история. Вот. Хотя, к слову, я уже понял, что можно было да и какая-то, может быть, рекламная история. Все, кто участвует, практически купили уже бувизы и моторы, на них денег заработали. Вот. Хотя я, например, понял, что можно было участвовать и не только на бувизовской электрике. Был, например, парень с RC обычной старой вот электрикой, с тем пультом вот, леговским, и никто его не гнал. Даже была ИК-электрика у него для доп. Функций, но он в итоге все поснимал, потому что, понятно, на солнце она особо не работала. Вот. Вот, ладно, спасибо, что вы до конца тут со мной. Те, кто досматривает ролики до конца, вообще молодцы. Вот. А в целом могу еще сказать, что у меня проходит, наверное, какой-то локальной напряженности этап жизни. У меня весь год был на каких-то высоких оборотах, то испытательный срок на работе, то переезд, то вот возня с визами, поездками, мероприятиями. И вот только сейчас я наконец-таки могу более-менее спокойно позаниматься своими делами дома, уделить больше времени каналу, Лего и себе. Вот, я уже начал снимать видео по техник-моделькам, я уже в начале августа планирую идти за свежим набором из серии Creator. У меня большой бэклог того, что я хочу поснимать. Я хочу вернуться к привычным для канала форматам обзоров самоделкам. Вот, надеюсь, на самоделке будет время и вдохновение. Вот, хочу наконец-таки доделать свой корабль, который вон там стоит. Я его раздербанил ради бувиз моторов. Возможно, вообще придется его перестроить с нуля. Вот, комната для Лего у меня частично готова, хотя еще много мелкой работы. Вот, даже, может, в августе возьму там недельку отпуска, чисто чтобы побыть дома, разобрать все эти завалы, наладить мастерскую, свет, рабочее место и все, что вообще нужно, чтобы поснимать ролики с кайфом. Вот, в общем, я всех люблю, уважаю, обожаю, даже тех, кто пишет. И даже не лез... Всех люблю, уважаю, обожаю, даже тех, кто пишет нелестные комментарии, я тоже люблю и обожаю, но не всегда. Вот, до встречи, с вами был Денчик. Покеда.
Alex, overtake. Alex, overtake. Overtake. Last year we had the same thing. No. Don't spin, overtake. No, Johannes' buggy is tracking. Oh, that was a close landing. So close. Your wheel is No, I didn't care. no touching. Yeah, good thing you didn't steer. Yeah. You seen how Gustav was paying so much attention to that? Yeah. So far you have 2 times. Yeah. Wait, we're gonna make that a bigger number soon. I'm gonna try my best. Are you gonna be able to see everything? Okay. 3, 2, 1, go!